Привет, друзья! В прошлых видео мы уже обсуждали, что идеальный старт для начинающего дизайнера – это устроиться на работу в студию, а не искать дешевые проекты на биржах. И сегодня я расскажу, как начинающему дизайнеру устроиться в студию. Классический вариант – это сделать резюме на популярном сайте вроде Job.ru и откликаться на все вакансии. Еще есть популярный канал в Телеграме, называется «Ищу дизайнера», и каждую неделю там публикуется 30-40 вакансий. Но эти вакансии уже для продвинутых специалистов, которым есть что о себе рассказать. Если вы только начинаете свой путь в дизайне, то ваше резюме будет пустовато смотреться на фоне остальных, и вам больше подойдет способ, о котором я сегодня расскажу. Также для начинающих есть канал «Удаленщики» и всякие предложения в Инстаграме. Там обычные люди ищут себе дизайнеров. Это какие-то начинающие блогеры ищут себе ассистентов, или какие-то микростудии ищут дизайнеров, но оплата там от 20 тысяч рублей. Короче, это шлак какой-то. Для хорошего старта в профессии вам нужна крупная студия, где вы получите опыт. Даже деньги не очень важны, главное зацепиться. Вот бывает, что человек очень хочет стать дизайнером, но работы у него нет, похвалиться не о чем, зато есть уверенность в себе. И в этом случае можно и на бесплатную стажировку пойти. Единственное, вам надо убедиться, что относятся к вам серьезно. То есть предоставили рабочее место, оформили пропуск и в идеале дали комп. В удаленных неоплачиваемых стажировках я бы не участвовал, это фигня какая-то. Один из вариантов попасть на стажировку – это удачно пройти курсы. И когда меня спрашивают, зачем там учиться, ведь дизайн можно освоить и самому, я согласен. Но курсы в известной школе – это один из способов познакомиться с будущими работодателями. Лучших студентов разбирают сразу, прямо на дипломе. А лучший способ выбрать подходящие курсы – сравнить их в агрегаторе, где честно указаны финальные цены, а не какие-то непонятные рассрочки. Ссылка на сайт-агрегатор, который использую я, будет в описании. Итак, ваша задача устроиться в студию на начальную позицию. Я перед тем, как стать фрилансером, много лет проработал в разных студиях, и я знаю, что прямо сейчас в большинстве студий требуются начинающие специалисты, ведь вырастить дизайнера внутри гораздо дешевле, чем взять снаружи, да и работать с ним будет проще. Как-то раз директор нашего агентства собрал всех дизайнеров на планерку и объявил, что нашел нового специалиста, практически вырвал его у конкурентов. Это был очень хороший и дорогой дизайнер. Он рисовал самые красивые иллюстрации, в том числе и 3D, которые бы стали украшением любого проекта. Но через месяц оказалось, что дизайнер не справляется с рутиной. Иллюстрации действительно были крутые и нравились клиентам, но они как специи в хорошем блюде, а не основное блюдо. Наш новый дизайнер не справлялся с обычными внутренними страницами, с версткой текста, с формами, со шрифтами и вскоре, по соглашению сторон, уволился. Первое ваше действие в рамках поиска работы – это написать письмо в студию, где найти контакты. Для этого все способы хороши. Можно собирать имейлы из рейтингов дизайн-студий, вроде Tagline, а можно искать студии через сайты, которые вам нравятся. Вот нравится вам какое-то направление, например, промо-сайты или корпоративные, или вы смотрите на Тильде, кто-то очень круто сделал, прокручиваете сайт вниз, и в футере будет указана студия, которая этот сайт разработала. На сайте студии в разделе «Контакты» будет почта. Понятно, что она для потенциальных клиентов, но не переживайте, ваше письмо передадут дальше тому, кто занимается подбором персонала, или, например, директору или главе производственного отдела, что даже лучше. Небольшой инсайт. Даже в крупных студиях часто обходится без HR-отдела. То есть вы приходите на собеседование непосредственно к арт-директору, который не будет вас спрашивать, кем вы видите себя через 10 лет, а конкретно расспросит о вашем опыте. Что же должно быть в этом письме? В продуктовом дизайне есть такое понятие MVP. Это минимально жизнеспособный продукт. И основная задача этого продукта – получение обратной связи для формирования гипотез по дальнейшему развитию. Давайте посмотрим на ваше предложение с точки зрения MVP. И тут нам поможет Сергей Попков, это основатель одной из самых дорогих студий дизайна – АИС. По его мнению, в письме должно быть, я процитирую: небольшой рассказ о себе, обычно на 3-4 абзаца. Желательно, чтобы этот текст был с юмором. Ссылка на портфолио Behance и телефонные номера ваших последних работодателей, кто бы мог сказать про вас по-честному пару слов. Давайте подробнее остановимся на каждом пункте.
Очень частая ошибка начинающих дизайнеров в том, что они рассылают всем подряд бездушный шаблонный текст, а часто он просто дублирует резюме, и это особенно не нравится HR-специалистам. Сотрудники, получившие это письмо, не чувствуют, что оно написано специально для них и отправляют в корзину. Пишите рассказ о себе честно. Если вы сейчас где-то учитесь, напишите об этом. Если вы готовы к бесплатной стажировке, тоже напишите. Основная ваша цель сейчас – это зацепиться. Дальше. Портфолио – это сборник ваших работ, это выжимка всего вашего опыта. И Сергей рекомендует делать ссылку на Behance, но для начинающих дизайнеров лучше сделать презентацию. У Behance есть определенный формат – это огромные вертикальные полотна с описанием вашей задачи, хорошо поданным дизайном, видеовставками и имиджевыми образами. А вы обращали внимание, что студия, представляя свой дизайн на Behance, обязательно использует красивые фотографии людей? Вот яркий пример – дизайн для банка Raiffeisen. Это реальный кейс. Конечно, для банка самое важное – это увеличение количества клиентов и увеличение конверсии. Поэтому все современные сайты банков выглядят примерно одинаково. Все банки проводят исследования, которые дают одинаковые результаты. Могут быть, конечно, небольшие различия в порядке блоков, но не более того. Но для успеха на Behance нужны яркие образы, поэтому кейс начинается с фотографии, которая к банковским услугам не имеет никакого отношения. Для создания хорошего кейса на Behance нужен отдельный набор умений, например, ретушь фотографий, отличное знание законов композиции, а также Photoshop, чтобы все это нарисовать, и After Effects, чтобы анимировать. Для начальной позиции дизайнера сайтов или тем более UX-дизайнера это все знать не обязательно. Все это вы можете подучить параллельно с работой. Обычно начинающим дизайнерам делегируют внутренние страницы, когда уже готово главное и определены все стили. Раньше вообще не было этого этапа. Утверждали главную и так называемую стилевую, где были собраны все возможные блоки, и эти две страницы отправлялись на верстку, где уже технические специалисты собирали все страницы сайта. Сейчас клиенты стали более привередливые и хотят покликать макеты еще до этапа верстки. Плюс на каждую страницу надо сделать от 2 до 6 адаптивов. Это не супер креативная, обычная работа, которую отдают начинающим. Поэтому я не думаю, что на первом этапе надо сразу пытаться оформлять невероятные кейсы. Много моих сокурсников на этом и засыпалось. Они бесконечно переделывали портфолио и шлифовали детали. Они старались сделать все pixel perfect с идеальным качеством. И такая работа без обратной связи быстро приводит к выгоранию. Начните с более простого формата, с презентации. Соберите все свои макеты в PDF, а вместо того, чтобы оформлять на Behance, лучше нарисуйте еще парочку новых. Третье. Номера телефонов бывших работодателей. Многим показалось странным их оставлять. Более опытные дизайнеры сомневаются, что предыдущий работодатель будет их расхваливать. А у новичков просто нет этих номеров. Вам нужны рекомендации? Что же делать? Один мой знакомый рассказывал, как он успешно раскрутился на зарубежной бирже Upwork. Там на дизайнеров, у которых еще нет отзывов, вообще не обращают внимания, и он решил немного схитрить. Новых клиентов он искал на российских биржах и делал им небольшую скидку в обмен на то, что они обратятся к нему через Upwork. Таким образом он набрал первые отзывы. Конечно, я не призываю вас обманывать и оставлять телефоны друзей и соседей, но всегда есть возможность сделать сайт знакомому, или можно поучаствовать в бесплатном общественно значимом проекте. Я, например, учась в универе, делал сайт преподавателю по живописи, ну и студенческую газету. Это были мои первые живые отзывы. Телефонные номера работодателей – это жирный плюс, но без них вас тоже на работу примут. Главное – это количество писем. Письма надо слать каждый день по несколько десятков, и не бойтесь повторяться, ведь первое письмо могло попасть в спам, и это самое важное. Ну и в конце пара советов. На каждую вакансию делайте свое письмо. Например, на веб-дизайнера одно, на UX другое. Просто сфокусируйтесь на разных аспектах. Еще очень желательно каждое письмо делать уникальным, объяснять, почему именно в этой компании вы хотите работать. Это значительно увеличит ваши шансы. Второе. Если вы шлете много писем, лучше используйте платный почтовый сервер. Тогда меньше шансов, что ваши письма улетят в спам. Третье. Помимо прицепленной презентации, добавляйте пару картинок прямо в тело письма, чтобы их сразу было видно. Это привлекает внимание. Четвертое. Презентацию лучше цеплять к письму, но дополнительно можно дать ссылку, разместив ее на Google диске, например. Это поможет, если спам-фильтр порежет ссылку или attach. Что-то да останется.
Пятое. Назовите презентацию своей фамилией. Проявите заботу об HR-специалисте, который каждый день сохраняет их в отдельную папочку. Так ему будет проще вас потом найти. Ну и последнее, мы как-то забыли в этом видео резюме. Если вам есть чем похвалиться, добавьте это в презентацию. Пусть там будут и ваши картинки, и список работодателей. Но надо не просто писать, в какие года и где вы работали, а сфокусироваться на результатах. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!